Григорий Кобиш у нас в кадре, наш давний друг. И сейчас мы поговорим о новых открытиях. Пару слов, может быть, то, что хочешь дополнить в рассказе романа по вашему открытию вот этих двух маяков. Ну, можно дополнить, что аналогия, допустим, Кроншлота, да, если это действительно был маяк, то вот его как раз формы и назначение, соответственно, очень сильно напоминает Александрийский маяк. Вот, потому что, ну, то же самое Александрийский маяк, днем это огонь, вернее, днем это дым, ночью это огонь. Здесь то же самое Кроншлот, это значит дымящаяся труба там, или переводится как бы, вот, уже упоминалось, Роман говорил. Вот. И самое интересное, что Александрийский маяк то же самое, он имел квадратное основание, вот, и в какой-то момент он был разрушен, и вот на его, так сказать, останках была построена крепость. Здесь мы предполагаем, что тоже был разрушен этот маяк, и на его останках был построен форт Кроншлот. Вот. Мы с тобой много уже говорили. Мне интересно еще раз твою катастрофическую версию услышать. Я так понимаю, что ты хоть об этом осторожно говоришь, но основа твоей теории, что все-таки беда-то пошла с Ладоги. Вот немножко еще раз давай все это повторим, то, что ты уже даже вот буквально час назад рассказывал в зале. Ну, версия моя следующая. Значит, я привязываю вот эту локальную, скажем, катастрофу к тому моменту, когда образовалась река Нева. Потому что до определенного момента Невы не было. Значит, в Ладожское озеро впадала река Мга, Тосна впадала в Балтийское море. Ну, соответственно, через Финский залив. Вот. И на тот момент, скорее всего, Тосна вытекала в Балтику в районе Кронштадта. Ну, это есть официальные, так сказать, данные, это можно найти в интернете. Тут ничего такого нет, скажем, тайного. Вот. Ну и, соответственно, значит, в какой-то момент, значит, у нас... Так, сейчас, еще раз. Значит, вот. Таким образом, события катастрофические я связываю с образованием реки Нева. По последним данным, Нева образовалась где-то порядка 500 лет до нашей эры. Ну, там разные совершенно есть даты, и там и 7 тысяч лет назад, и 5 тысяч лет назад образование Невы. Происходило это следующим образом. В северной части Ладожского озера произошли тектонические подвижки. Ну, это известно, что Питер находится на стыке двух плит тектонических, Балтийский щит, русская плита. Вот. И, соответственно, в тот момент произошла подвижка плит и произошло поднятие плиты как раз на севере Ладоги. В тот момент существовал пролив, то есть Ладога сливалась через пролив в створе реки Вокса в Балтийское море. Значит, в связи с тем, что произошли тектонические подвижки, плита поднялась, пролив перестал существовать. А так как в Ладожское озеро впадает порядка 30 рек, это и Волхов, это и Свирь, и на тот момент Мга, много всяких речушек, ручейков. Вот, поэтому уровень воды в Ладожском озере стал подниматься. Соответственно, выхода не было. Река Мга, впадающая на тот момент в Ладожское озеро, стала течь в обратную сторону, и в какой-то момент произошел прорыв в районе Ивановских порогов. Мга начала через Мгу Ладожского озера, через Ивановские пороги, стала сливаться, соединилась с рекой Тосной, и вся эта вот масса, площадь
Ладожского озера порядка 18 тысяч квадратных километров, можно предположить, какая это была катастрофа. Сколько воды могло пролиться в Балтийское море, в Финский залив. На тот момент вполне возможно, что существовал портовый город. Вот. Возможно, это был город Венецкий. Известно, что народность такая, как венеты, венды, венеты проживали по всей Балтике. Вот. И, соответственно, вполне возможно, что город Венета находился именно здесь. Хотя Венета — это вполне возможно, что есть версия, что это принадлежность к народу Венеты. И поэтому таких городов могло быть по Балтике несколько. Ну, Адам Бременский, допустим, искал в устье реки Одер, да? Но на самом деле никто ничего не нашел. То есть были какие-то рыбаки, что-то видели какие-то под водой камни, там гранитные, уровень воды падал, было заметно там какие-то руины. Но это все на уровне рассказов рыбаков и не более. Вот поэтому никто до сих пор точно сказать, где город Венета находился, никто, то есть в том числе и Адам Бременский. Вот, поэтому было предположение, что, возможно, город Венета в те времена находился, один из них мог находиться именно вот в устье реки, на тот момент Тосны. Вот, что можно добавить? Так, что можно добавить? А вот сюда можно как раз про путь из Варяг Греки вспомнить. Вообще, что это за путь такой, почему он был так важен и почему Россия на тот момент фактически господствовала в морской экономике? Ну, Коль, сейчас мы, во-первых, Россия вряд ли в тот момент. Ну, не Россия, да, в общем... понятно, да. Тут непонятно, кто жил. Венды, венеты, славяне, там, я не знаю, это уже предшественники, до венетов там анты были, там, то есть это славянские народности, все, поэтому потом уже пошли там эти разделения. Так, давай тогда по поводу из Варяг Греки. Ну, торговля, так сказать, во все времена это был основной способ, так сказать, поддерживать свою экономику. Вот. И поэтому торговый путь из Варяг Греки, это на самом деле, да, это существовал и проходил он, скорее всего, с Азовского моря, скорее всего, наверное. То есть Средиземное море, Черное море, Азовское море и туда, значит, дальше на север, через Ладогу на тот момент, значит, либо уже позже через образовавшуюся протоку Нева, на самом деле это не река, это проток, правильнее называть, либо в створе реки Вокса, там был пролив. Вот это как раз и было из Варяг Греки, а Балтийское море, оно в те времена было достаточно населено, то есть различные народности проживали, много славян очень. Кстати, венды, венеты, это, так сказать, предшественники славян. Вот. Поэтому тут бурная торговля происходила, и все это, так сказать, все абсолютно реально. То есть из Варяг Греки пути эти были освоены. Вот. Что можно добавить? Буквально неделю назад, да, Роман тоже карту мне прислал, тоже нашел карту, где, странноватая карта, но на ней как раз этот путь и изображен. Вот. Причем названий практически никаких нет на карте, но никаких рек, там мало очень озер, как раз европейская часть континента, да, Евразии. Но почему-то вот эта река, которая протекала на тот момент, она изображена на карте и четко идет с Азовского моря и впадает в Балтику. Ну и по логике получается все равно, вот мы уже говорили о том, что и корабли надо было перегружать, но все равно обычно в устьях морей, в устьях рек всегда ставились торговые города.
А почему это нужно? Помимо того, что нужно банально перегрузкой заниматься, нужно же где-то и корабли ремонтировать, которые, извините, через море прошли, с ними что-то могло случиться. То есть должна была быть некая база. Ну, это и понятно. В устьях рек порты, потому что, с одной стороны, допустим, вглубь континента происходит развозка, да, груза, товара, скажем, через реки, да, а с другой стороны у нас море, а моря, как правило, это не один народ, это многие народности как бы населяли, что Средиземное море, что Черное море, в данном случае Балтика. Поэтому тут логично и само собой разумеющееся, что в устье, допустим, Невы или на тот момент реки Тосна мог быть портовый город, и, скорее всего, он был. Григорий, ты никогда не задумывался, вот в этой опере Садко все время там упоминается некий могущественный то ли морской, то ли подземный царь. О ком вообще могло речь идти, если мы предположим, что все-таки в основе вот этой оперы лежат некие реальные факты? Ну, опера Садко, да, есть фильм тоже прекрасный Садко, старый, советский. Вот. Конечно, это, можно так сказать, русские мифы, да, есть греческие мифы, есть русские мифы. То есть сказки, сказания, они не на пустом месте возникают, а какая-то основа у них есть. Поэтому мне кажется, что действительно события, которые происходят в этой опере, в фильме Садко, что вполне возможно они происходили. Но события, я думаю, это уводят нас в древние времена. Не побоюсь сказать, что во времена, допустим, Древней Греции. Вот. Поэтому вполне возможно все, что было, скажем, в древности, в данном случае на Руси, там, скажем, в наших краях, все могло через какие-то сказания прийти до нас, дойти, и вот в данном случае одна из, так сказать, одно из сказаний, одна из сказок, это как раз Садко и есть. Вот. Кто населял в те времена, в древние, скажем, какие народности населяли, какие здесь страны были. Ну, сейчас, конечно, сложно сказать, и тем более это есть люди, которые этим занимаются, профессиональные историки. Вот. В данном случае могу сказать, что есть такой автор, географ, фамилия Паранин у него, к сожалению, он умер уже. Вот у него есть очень хорошая книга «История варваров». Там он описывает, вот если привязывать события, которые в древности проходили в наших краях, это Карелия, ну вот все эти места по Балтике, да, вот там у него очень много интересных, описывается интересных событий, которые могли происходить. А какие там тебя события заинтересовали? Ну, как ни странно прозвучит, не знаю, может быть, это даже кому-то покажется глупостью и смешным. Вот он определял локацию амазонок именно в наших местах. Сейчас мне сложно вспомнить. На самом деле там эти советы тоже почитать. Угу. Очень интересно. Ты же мне, по-моему, тоже такую интересную фразу недавно сказал же по поводу города, вот, который был на этой локации, который был разрушен еще до основания Трои, до разрушения Трои. Вот как-то ты так сказал, по-моему. Ну, по поводу Венеты Ломоносов писал, что он конкретно, конечно, не говорил про локацию, где находился этот город, но про Венету он писал, что Венета, этот город, существовал еще до разорения Трои. Можно почитать труды Ломоносова «История российского государства». Ну, опять можно вернуться, проговорить, может, с какими-то уже новыми подробностями. Ведь я так понимаю, что твой интерес вообще к этой теме возник, когда ты начал
задаваться вопросом, а почему некоторые здания, там, старинные, достроены на каких-то более древних фундаментах. Я так понимаю, с этого все началось, когда ты задал себе вопрос этот и не смог найти ответа. Ну да, в какой-то момент, когда вот я начал изучать этот значит, процесс разрушения, если можно так сказать, древнего города, я предположил, что если Ладога слилась, и вот на тот момент существовал какой-то город, то, скорее всего, он был разрушен именно как раз вот водами Ладоги, и достаточно серьезно мог быть разрушен, после чего, в принципе, могли только остаться фундаменты, ну, какие-то, скажем, может быть, где-то какие-то стены. И вполне возможно, что после этого разрушения город какое-то достаточное время мог находиться под водой. Потом в какой-то момент вода отошла. Ну, причины разные могут быть, да. И, соответственно, начал появляться не город, а руины, останки его. Соответственно, после чего постепенно город стал, вернее, вот эти руины, зарастать, соответственно, там кустарники, лес и все прочее. И в какой-то момент все это, в общем-то, не было заметно. И, ну, у местных жителей были какие-то разговоры, что здесь руины древнего города. Откуда, возможно, в общем-то, Петр I и узнал про это место, про руины древнего города. Вот. Ну, в конце концов, если эта, скажем, версия, она верна, то, соответственно, Петр стал очищать эту территорию, значит, соответственно, в дальнейшем использовать все эти фундаменты для строительства новых домов. Аксиоматический план ты считаешь подделкой? Аксонометрический план я не могу сказать. Говори, что существенно? Так, сейчас я Про аксонометрический закончим. Сейчас до аксонометрии дойдем. Есть некоторые данные, что перед строительством, перед освоением Приневских земель Петр I несколько раз приезжал к Опоре и фиксировал сход воды, то есть уровень воды понижался. Но насколько это верно, сложно сказать, насколько это правда, но есть такие данные. Значит, по поводу аксонометрических чертежей, которые заказывала Екатерина II чертежникам, ну, скорее всего, это то, что гуляет по сети в интернете. Могут быть подделки, я не исключаю это. Могут быть какие-то копии, причем копии могут быть не совсем качественные. Ну и, соответственно, не тот объем, который изначально был сделан. Потому что, ну, практически очень мало. В сети очень мало, значит, аксонометрических планов. Вот. Но встречаются интересные структуры, интересные строения, которые объяснить очень сложно. Ну вот, собственно, я к этому тебя и вел, потому что если мы возьмем ту часть аксонометрического плана, которая изображает дома в прибрежной линии, ну, в приводной линии, то там очень много руинированных зданий мы видим. Ну да, есть, значит, часть университетской набережной, где нарисованы, указаны дома в руинированном виде. Ну, это точно, абсолютно, это не строящиеся дома, потому что обычно стройка идет, она достаточно логично, то есть этаж за этажом, а тут обозначено, скажем, с одной части 4 этажа окна, с другой части 2 этажа. И, ну, нарисовано, видно, что это руины.
Вот. По поводу колонн, то, что мы осматривали 2 года назад с тобой, пару-тройку слов. По Твое поводу мнение, что колонн. это, зачем, куда? Ну, Это, грубо говоря, вот когда Петербург строили, там, при Петре там отстраивали, что делали, это что-то там малость постарше. Это же колонна у нас по версии везли для Исаакиевского собора, да? Я вообще Не помнишь, знаю. да? Нет, на самом деле версии нет. А официальную версию это уже ученые сейчас сделали на стенде в Выборге, приписали. А на самом деле вообще непонятно, как они это определили. Ну вот по поводу колонн, которые мы 2 года назад обследовали, значит, в одной из бухт под Выборгом в Финском заливе, 2 колонны гранитные, там лежали до определенного времени. Значит, можно сказать, что, ну, по версии, что эти колонны предназначались для, значит, Исаакиевского собора. Но после того, как мы сделали, наша группа, да, Николай Субботин, Володя Козин, не надо, да, это? Хорошо. После того, как мы сделали на месте замеры этих колонн, то выяснилось, что размеры этих колонн не соответствуют от слова совсем колоннам, внутренним колоннам Исаакиевского собора. Вот. Что можно еще сказать? Под колоннами были найдены деревянные обломки, либо это было судно. Скорее всего, наверное, это было судно какое-то. И все-таки я склоняюсь, что был шторм, и, грубо говоря, это судно с колоннами вынесло на мель, и, в общем-то, там это судно и осталось. Мы с тобой еще когда говорили, ты упоминал, что вот та часть, которая сейчас называется, так немножко обидно, Маркизовая лужа, и вплоть туда до, скажем так, крайней точки Кронштадта, раньше было сушей. И с правой стороны там даже Кронштадт-река некая огибала, по которой позднее сделали вот этот старый фарватер. Да, значит, ну, начну с того, что совершенно неестественно, когда Финский залив до Кронштадта, Невская губа, имеет глубину в среднем 2-3 метра, а за Кронштадтом резко уходят, начинаются глубины 20-30, и дальше пошли 50-100 метров, там, Балтийское море, там, ближе к Швеции, там, до 200 метров глубина. Вот, это совершенно неестественно. Но если предположить, что как раз вот эта вот Маркизовая лужа когда-то была сушей, либо это следствие наносное какое-то, когда Ладога слилась, то нанесло, допустим, грунт именно как раз в Невскую губу сюда. Вот эти 2 варианта, я думаю, что они вполне могли быть. Более того, значит, сейчас Балтийский канал единственный, так сказать, фарватер, через который из Балтийского моря до Питера, до Петербурга проходят сухогрузы, крупные, крупногабаритные, крупнотоннажные корабли, суда. Вот. Соответственно, всем известно, что Балтийский канал строился в конце XIX века, строил его, финансировал Путилов, промышленник. К сожалению, он не дожил до того момента, когда канал был открыт. И, соответственно, тоже это известная общедоступная информация, то, что канал вот этот строился по древнему руслу реки Тосны, вот, которая, соответственно, я уже говорил, что протекала до момента образования протоки Нева. Вот, поэтому вот фарватер в данном случае мы сейчас, в общем-то, и пользуемся этим фарватером, который углублял, расширял, возможно, промышленник Путилов.
Отлично. И последний вопрос. Давай еще раз вспомним, вот там, где по берегам Невы мы с тобой ходили, можно ли говорить, что вот эти вот, ну, где-то метровые, где-то полутораметровые отложения вперемешку там с мусором, с костями, с какими-то кусками керамики и прочего могут действительно говорить о том, что эта территория была длительное время затоплена. Кстати, даже посмотреть, может, что-то там, если мне память не изменяет, что-то там по сантиметру или даже меньше в год откладывалось. То есть, получается, если тут срезать, там минимум 200 лет вода должна была стоять, а скорее всего и больше. Но вопрос, собственно, в том, могут ли вот эти находки заиленных берегов в перемешку со всяким там мусором являться доказательством того, что эта местность длительное время находилась под водой? Ну и, соответственно, что был какой-то потоп. Одним из доказательств того, что был здесь потоп и какое-то определенное время местность Приневская была под водой. Ну, во-первых, это болото, заболоченные части, это очень много болот у нас, неестественно много. И, соответственно, есть еще некоторые косвенные доказательства тому, что определенное время здесь была вода, долго стояла. Это как раз одна из находок моих. Вот, там, где на Обуховской обороне, где можно выйти непосредственно спуститься к воде, там набережной нет, набережная без гранита. Вот. Года 3 назад я нашел на срезе как раз вот, можно так сказать, культурного слоя где-то 1,5 метра, 1,5 метра где-то от поверхности земли, верхней части, там сквер как раз находится, вот где-то от верхней части, где как раз находится сквер, я нашел булыжную мостовую. Более того, значит, вот эта булыжная мостовая сверху, значит, покрыта глиной с илом порядка 15 сантиметров, 15-20 сантиметров. То есть это говорит о том, что на тот момент, когда эта булыжная мостовая была в рабочем состоянии, соответственно, когда прошел вот этот катаклизм, когда слилась вода с Ладоги, и потом какое-то время была вода здесь стояла, ну, как раз нанесло это наносное 15-20 сантиметров ила с глиной. Вот это одно из доказательств вот этой версии. Ну, то есть косвенное, прямым нельзя это назвать, но как косвенное можно принять. Соответственно, кроме вот на этом берегу, кроме вот этой вот булыжной мостовой в культурном слое, достаточно много очень строительного материала битого, ну, кирпичи и прочее, да. Но кто-то скажет, на тот момент, на момент строительства города, и много было по берегам Невы кирпичных заводов. Ну, согласен, но в данном месте, я изучал данное место, не было кирпичных заводов, поэтому вполне возможно, причем вполне возможно, что это как раз следствие той катастрофы. Более того, много очень ломаных костей. Непонятно, это животные или это, к сожалению, человеческие кости, но кости все однозначно ломаные. То есть, если бы это подмывало какие-то кладбища, если там захоронения какие-то были, то, скорее всего, кости были бы целые. В данном месте все кости ломаные, и поэтому, скорее всего, это могло быть следствием вот этого слива, вот этой вот воды, которая слилась с Ладоги. Ну, можно еще добавить, что много интересных гранитных камней с декором там присутствует именно в этом месте. Вот. Не только гранитных, есть и различные куски я находил с фрагментами мозаики. Также куски из белого камня, тоже с фрагментами декора.
Вот. Григорий, сегодня вот об этом пляже говорили, все забываю, как он называется, вот где эти гранитные блоки-то на пляже лежат. Не Парк пляж. Дубки. Да, под парк Дубки. Вот ты же там был, исследовал. Там ведь там есть действительно и старая советская набережная выложена, ну или не советская какая-то, ну вот эта укрепленная линия. Но я так понимаю, что там просто как из конструктора Лего какие-то блоки валяются, причем с достаточно сложными замковыми соединениями. Есть, ну, во-первых, пару слов об этом месте, про парк Дубки, потому что про него почему-то мало говорят. Я на самом деле только у тебя видел в твоих исследованиях вот это место. И есть ли вообще какие-то версии? Это какой-то мусор строительный или это действительно, опять же, фрагменты чего-то, что было раньше и вот, ну, не убрали? Ну, парк Дубки – это интересное очень место, очень красивое место. Основан парк в Петровское время. Непосредственно Петр I принимал участие в планировании этого парка. Почему Дубки? Ну, логично, что там были высажены дубы. До сих пор там 2-3 дерева я видел, прям старых таких, возможно, это еще петровских времен. И, соответственно, парк Дубки, он находится за Сестрорецком и, соответственно, на берегу Финского залива. Что интересного можно там видеть на самом берегу? Ну, это в первую очередь, конечно, это береговые укрепления, волнорезы еще с советского времени, бетонные. Ну и, соответственно, очень много прямо в воде лежат вдоль всего парка, это там порядка километра, наверное, гранитные блоки с различными, с различным декором. Вполне возможно, что это петровских времен какие-то были там, какая-то набережная была, но вот на сегодняшний момент я не могу сказать точно, что это петровских времен или нет. Вполне возможно, что какие-то допетровские там часть каких-то блоков. Либо вполне возможно, что могли эти блоки там же найти, также их и использовать, и Петр мог использовать то, что найдено было уже при строительстве, скажем, набережной того времени. Кстати, много различных находок, скажем, и в Финском заливе, и в Луже. До меня уже Роман рассказывал по поводу спутниковых фотографий, где можно видеть различные структуры с прямыми углами. Вот. Вполне возможно, что это как раз останки строений того города. Да, вон форт Константин вспомнить. Помнишь, как мы ходили? Там же тоже с берега укрепления сделаны просто из фрагментов каких-то декоров зданий. То есть натащили то, что... Вообще непонятно. Причем стена, вот это вот береговое, вот это вот не укрепление, а набережная, да, то есть она, видно, что она сделана из гранита, причем все, в общем-то, красиво, ровно сделано, и тут же внизу валяется, на отмели валяются блоки, которые непонятно откуда там взялись, откуда они взялись, непонятно. Причем с декором несколько штук там мы видели, находили. Вот этих камней. Вполне возможно, что это еще с допетровского времени. Насколько, можно сказать, это древние камни или нет, сложно сказать. Но де-факто вот там лежат. Ну да, ну по логике, ну действительно странно. Там блоки-то здоровенные. То есть если их предназначали для чего-то, почему они оказались там? То есть они фактически как, ну просто вот как мусор сложили, чтобы берег не разваливался. То есть значит они где-то были в изобилии свалены, их никак нельзя было применить, кроме как берег, получается, укрепить, что уже само по себе странно. Ну да, если их откуда-то притащили для укрепления берега, то вопрос мы задаем, откуда? Гранитные блоки с декором. И могли ли, скажем, эти блоки, могли ли они быть привезены с другого места? Может быть, они там и находились.